Здравствуйте. В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда, мы говорим о самом интересном, что произошло в мире футбола за прошедшую неделю. Иногда касаемся тех вопросов и тех событий, которые предстоят нам еще. Ну, начнем со стыковых матчей чемпионата Европы 2012 года. Тем более, что мы сейчас находимся как раз между первой и второй встречами, ответными. Первые встречи довольно неожиданными результатами. Некоторые закончились, наверное, самое главное, если не сенсация, то во всяком случае такой неожиданный счет был зафиксирован в матче Турция-Хорватия. В общем, примерно равные по силам команды, что они доказывали на больших крупных соревнованиях, где они за последнее время встречались. И тут Турция, которая очень хорошо всегда выступает на своем поле при поддержке своих зрителей, таких горячих. И вдруг вот Турция проиграла под руководством Гуса Хидинга, проиграла Хорватии со счетом 3-0, вернее 0-3 на своем поле. Я думаю, что для многих специалистов это неожиданный счет. И здесь как раз эксперты и болельщики, знатоки футбола все-таки предсказывали такую упорную борьбу. Но вот тут, видимо, такую роль сыграл очень быстрый гол Ивицы Олича, хорватского нападающего, которого прекрасно знают наши болельщики. За армейцев выступал Ивица Олич, я напомню, он до сих пор остается любимцем армейских болельщиков. Вот так вот Ивица Олич уже на второй минуте открыл счет и тем самым сломал, конечно, игру турецким футболистам. Все-таки турки отличаются эмоциональностью. С одной стороны, видимо, они там запредельным настроем вышли на эту игру. И вот такое обескураживающее начало никак не входило в их планы. И тут игра расстроилась, и потом уже не очень они смогли с собой совладать, со своими эмоциями. Тем более, что там в середине второго тайма они пропустили второй мяч, а в начале третьего третий. И, в общем, если честно, все стало ясно в этом противостоянии. Хотя турецкие футболисты все-таки доказали на чемпионате Европы 4 года назад, что они борются до конца. И я думаю, что, конечно, в Хорватии еще предстоит довольно сложная игра, но все-таки отыграться со счета 3-0 с такой мастеровитой, опытной командой, как Хорватия, мне кажется, будет трудно даже везунчику Гусу Хидингу. Может быть, на этот раз везения как раз Хидингу и не хватило. Его команда пропустила на первых минутах, и потом он ничего не смог сделать уже, чтобы настроить своих футболистов как-то на другую игру, перестроиться и так далее. Мне кажется, прежде всего психологически, эмоционально турецкие футболисты проиграли эту встречу. И теперь, 15 ноября, когда пройдет ответная игра, конечно, туркам будет очень и очень тяжело. Многие специалисты считают, что здесь уже судьба путевки на Евро-2012 уже решена. Не знаю уж как в этой паре, но в следующей паре, о которой пойдет речь, Эстония, Ирландия, там-то точно уже все понятно. Эстонцы, которые волей случая сумели пробиться, просочиться в эти отборочные стыковые матчи, конечно, вообще уже могут себе занести это в актив. И, собственно, большего, наверное, вряд ли кто-то от них ожидал. В первом матче, кстати, эстонские футболисты очень здорово настроились на начало игры. И вообще могли даже открыть счет в матче с ирландцами. Но мне кажется, рассчитывать на то, что эстонская команда сможет пройти ирландцев, которых возглавляет итальянский очень известный специалист Трапатони, мне кажется, все-таки это было что-то из разряда выходящего. Такая малонаучная фантастика. В итоге это противостояние в Таллине завершилось победой ирландцев со счетом 4-0. И мне кажется, здесь уже все ясно. Ирландцы, которые были обижены на отборочном цикле чемпионата мира, когда французам засчитали гол, который был забит после паса рукой. Судьба вернула с лихвой все, и на чемпионат Европы они, скорее всего, попадут, если не произойдет что-то просто сказочное. Но я в это, честно говоря, не верю. Наверное, многое уже понятно и в паре Чехия-Черногория. Чехия обыграли черногорцев со счетом 2-0. Мне кажется, что выход в стыковые матчи для маленькой страны, как Черногория, бывшей Югославской республики, это тоже успех. Может быть, не такой грандиозный, как для Эстонии, но в любом случае черногорцы, конечно,
здорово сыграли в отборочном турнире. Ну, сейчас вот они проиграли чехам со счетом 2-0. Да, чехи, наверное, не те, конечно, не те, что не та команда, которая там играла в финале чемпионата Европы, не та команда, которая показывала прекрасный футбол на чемпионатах мира, но все равно футбол очень в Чехии любят и вполне приличный состав. Чехи вот выиграли у черногорцев 2-0 абсолютно по делу. Они победили. Сказать, что все решено, ну, наверное, не скажу. Хотя склоняюсь к тому, что чехи, конечно, смогут пройти черногорцев и попадут на чемпионат Европы. Ну и вот достаточно неожиданно, хотя, может быть, предсказуемо, но все равно, все-таки португальцы относятся к командам, которые причисляют к топовым командам европейским. И очень невзрачный отборочный турнир, попадание вот в эти стыковые матчи. И вот первая игра с Боснией, я посмотрел эту игру, конечно, португальцы выглядели посильнее боснийцев, хотя по игре, знаете, и боснийцы могли тоже на что-то рассчитывать, во всяком случае голевые моменты тоже были. Конечно, у португальцев их было больше, и они обязаны были, наверное, эту игру выигрывать, но счет на табло, что называется, 0-0, и перед игрой в Португалии все очень шатко для португальцев. Если боснийцы сумеют забить, а боснийцам, в составе боснийцев есть кому забивать, надо сказать, то любая результативная ничья будет в пользу Боснии. Поэтому, конечно, португальцам нужно собираться, иначе они рискуют не попасть даже через стыковые матчи на чемпионат Европы, а это будет уже приравнено к катастрофе. Тем более, что португальский футбол и клубный футбол, и много игроков прекрасных, которые играют в лучших топовых клубах Европы, он вроде на подъеме, но то ли с тренером не угадали, то ли вот футболисты так вальяжно относятся к своим обязанностям в сборной. Ну, это вот факт, что Босния и Португалия после первого матча, здесь шансы остаются 50/50 примерно. Поэтому будет интересно, конечно, наблюдать за этой парой. Это то, что касается отборочных матчей чемпионата Европы. Те, кто уже попали на чемпионат Европы, они проводят товарищеские игры. Сборная России играла в Афинах с греческой сборной, которая тоже попала на чемпионат Европы. Игра была товарищеская, прямо скажем. Не особо было видно желание футболистов победить. Ну, наверное, в товарищеских играх это допустимо. В первый тайм российская сборная провела здорово. Ну, не здорово, но, во всяком случае, внятно и переигрывала греков. Тоже забили российские футболисты в самом начале игры. Широков отличился, Роман. И потом имели преимущество российские футболисты. А вот после того, как пошли замены, уже, которых часто бывает в товарищеских играх, да, тренеры пытаются там дать поиграть всем, кто есть в составе, и посмотреть на новые связки и так далее. Вот тогда началась более сумбурная игра, и греки вот в этой сумбурной игре как-то себя, видимо, чувствовали более комфортно. Возникать стали у ворот Малафеева, а затем сменившего его Шунина, возникать стали моменты опасные, и в итоге Кацуранис, это лидер сейчас сборной Греции, забил ответный мяч. В ничью закончилась эта игра. Российская сборная очень невнятно проводит все-таки товарищеские игры, если говорить о результатах. Да, побеждает крайне редко. Что касается греков, то эта команда вот сейчас находится в стадии перестройки. После долгого времени, там 9 лет, и руководил немецкий специалист Отто Рехагль, знаменитый, который привел греков к триумфу на чемпионате Европы в Португалии, что было как гром среди ясного неба для всех футбольных специалистов, аналитиков и так далее. Ну вот 9 лет он работал, довольно успешно работал. Сейчас его на этом посту сменил португальский специалист, мало кому известный, там, широким кругам, но он уже давно, там, 9 лет тренировал в Греции, так что свой человек для греческого футбола. Ну вот он из не очень сильной группы, но смог вывести греков на чемпионат Европы. Не думаю, что эта команда сможет многого достичь на чемпионате Европы, но сам факт попадания уже, мне кажется, для греческих болельщиков и для греческого футбола это хороший признак. Ну и я еще об одном
товарищеском матче скажу. Сборная Испании играла со сборной Англии. Англичане победили 1-0. Лэмпард забил единственный мяч. И надо сказать, что в какие-то моменты, особенно когда после того, как испанцы пропустили, а уж испанцы действующие чемпионы мира, Европы и так далее, вот было ощущение, что испанские футболисты не знают, что сделать с такой очень грамотной, очень хорошо выстроенной капеллой обороны сборной Англии. Правда, под занавес матча все-таки испанцы за счет индивидуальных действий, техничных, за счет давления такого на англичан перевели мяч практически все время. Игра шла у ворот англичан, но забить не смогли испанцы. Это поражение. И, наверное, оно должно так немножко встряхнуть испанскую сборную перед чемпионатом Европы. Все-таки, да, наверное, сейчас испанский футбол один из лучших в мире. Да, в составе сборной Испании прекрасные футболисты, но есть и другие сборные, есть другие футболисты, которые могут и будут, конечно, противостоять испанцам. Сказать, что очередной титул чемпионов у испанцев в кармане я бы не говорил, хотя некоторые мои знакомые испанские болельщики тогда утверждают, что сейчас уж в Старом Свете точно нет команды, которая может обыграть испанцев. Я так не думаю. Один матч могут проиграть все, и это доказывала история. Ну вот, наверное, все, что я хотел рассказать о международном футболе, о том, что происходит вокруг чемпионата Европы, тех команд, которые будут принимать участие в следующем году в чемпионате Европы. После того, как состоятся ответные матчи 15 ноября, мы обязательно поговорим о том, как закончились таковые матчи, и уже ознакомимся со всем списком, огласим весь список участвующих в празднике европейского футбола на Украине и в Польше. Это был Гия Саралидзе, я с вами прощаюсь, но обязательно встретимся на Вестнике Кавказа и поговорим о футболе.